Я грамотно, я дождался. Сейчас я тебя разочарую. Упражнение на кисть от Дзамбулата Цориева. Почему в армрестлинге ломаются руки? Арена опасно борешься. Почему нужно смотреть на губы судьи, даже если он мужчина? Как правильно стоять за столом? Распространенные ошибки в армрестлинге. Все это в нашем сегодняшнем выпуске. Итак, мы начинаем. Спонсор выпуска – компания Сила Руков. Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Сила Руков можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании Сила Руков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Не секрет, что при атаке в армрестлинге мы должны перенести вес тела с передней ноги на заднюю или наоборот, с задней ноги на переднюю, в зависимости от стиля нашей борьбы. Это в разы усилит атакующее движение, но быстро перенести вес тела с ноги на ногу у вас не получится. Можете попробовать и убедиться в этом сами. Рука у вас летит на старте быстро, а переносите вес тела вы медленно. Получается определенный диссонанс. Как сделать это движение синхронным, быстрым и взрывным? Очень просто. Вам нужно просто дернуть бедро впереди стоящей ноги вперед. И за счет резкой подачи бедра вес тела переносится молниеносно. Арена опасно борешься. Ваше плечо ни при каких обстоятельствах не должно быть выдвинуто вперед и опережать кисть. Плечо должно быть строго параллельно вашей кисти. В противном случае можно получить тяжелейшую травму. Спортсменка в розовой майке очень рискует, борясь в такой технике. Как говорят в нашем виде спорта, это не соперник ломает нам руку, это мы ломаем руку сами себе. Защита. Про защиту мы многое говорили в прошлых выпусках. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Но повторюсь, невозможно удержать соперника на одной руке без корпуса. Каким бы сильным ни был у вас бицепс, вы его не удержите, не включая в работу широчайшие мышцы спины. Не оттягивайтесь назад, растягивая себя еще больше. Наоборот, подтянитесь к руке, чтобы сократить углы. Здесь нужно не только поднимать наверх руку соперника, но и тянуть ее к себе, включая в работу самые большие наши мышцы, широчайшие мышцы спины. Только так можно в этом положении что-то сделать. Если у вас проблемы с реакцией на команду со старта, попробуйте смотреть на судью, который дает команду. Смотрите на его губы, даже если он мужчина. Конечно, приятнее смотреть на губы судьи девушки, но тут уж выбирать не нам. Начинайте свое движение, как только он начнет произносить команду, а не после того, как он уже сказал «гоу». Вы должны стоять за столом уверенно, в какой стойке вы бы ни стояли. Всегда сохраняйте равновесие. Обратите внимание, как стоит спортсмен в белой футболке. Его корпус наклонен к сопернику, ноги слишком близко друг к другу. Вытянуть его на свою сторону большого труда не составит. Есть прекрасное упражнение для уверенной стойки. На тренировке встаньте в свою стойку за столом, и пусть ваш партнер потолкает то с одного бока, то с другого. Вы при этом не должны сойти с места, сохраняя равновесие. Ни корпус, ни голова не должны быть наклонены вперед, потому что данное положение помогает перетянуть вас на сторону соперника. Не держите ручку стола слишком сильно. Вы должны уметь использовать силу второй руки в борьбе, отталкиваясь от штыря или подтягиваясь к нему. Стойте не высоко и не низко. Выбирайте что-то среднее. Не ставьте локоть слишком близко к себе, пытаясь усилить натяжку. Этим вы лишаете себя маневра. Вам просто некуда будет двигать локоть. Вы упретесь себе в корпус. Ну и качайте кисть. Контролируйте пронатор. Как говорил Дзамбулат Цориев на недавно прошедшем мастер-классе. Кстати, выпуск об этом уже есть на нашем канале. Поопускай. Поопускай. И как раз вот здесь все ломается, здесь все и рушится. Вот, когда она поработает так, чтобы с этого положения уметь собираться и подворачивать, она потом
он тяжелее станет ломаться, реже отламываться. А так, то есть он прям хорошо все получается. Ну а в заключение я опять обращаюсь к вам с просьбой помочь мне в проведении турнира армфайтов с участием спортсменов-инвалидов, который пройдет уже совсем скоро, в мое 50-летие, 12 августа. Соревнований с хорошими призовыми для здоровых спортсменов довольно много, чего не скажешь о турнирах среди инвалидов. Так давайте вместе сделаем это доброе дело. Ваши средства пойдут на оплату дороги, питания и призы участникам турнира. Денежные средства можно перечислить по номеру телефона, который привязан к карте 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. На этом все. Пишите, согласны вы с грандмастером или нет. Ставьте лайк, если понравился ролик, и не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в соцсетях. Это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан. Текст читал Берсеркер Курбанов Эрик. Автор и режиссер канала Зинатуллин Руслан.